Всем привет! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова, Алмаз Баталов. Ходим сегодня по делам. Поехали, в общем, в больницу. Посмотри сюда. С Алмазом показали его глазик. Смотрите, вот такой вот маленький маленькая штучка осталась уже. Это вот, напоминаю, мы ездили в отель в начале еще июня. Вот тогда уже вылезло что-то такое, типа похожее на ячмень. И все еще вот такая точка сохранилась у него, и она не проходит никак. И, в общем, врач сказал, говорит, здесь вот у нас недалеко вот такая большая больница. Сейчас вот в Турции поменялось немножко. Мы раньше ходили к семейным врачам. В каждом регионе был свой семейный врач. Но сейчас вот сделали так, что все обращаются вот в эту поликлинику. Это не госпиталь, это отдельная поликлиника. В общем, мы туда сходили, нам сказали, что нужно ехать в госпиталь, потому что они, в принципе, назначат то же лечение, которое назначили в прошлый раз, когда мы ходили. А мы ходили еще вот в конце мая с этим глазиком, в начале июня примерно. И нам назначили там вот эти вот антибиотики, крем и капельки. В общем, сегодня она сказала, я могу то же самое назначить, либо идите уже к глазному. Ну-ка, покажи еще раз. В принципе, не такой большой уже остался вот этот вот ячмень. И я вот думаю, пойти, не пойти в этот госпиталь. Также у меня немножко испортилась губа, сегодня тоже сходила. Сейчас вот мне прописали ацикловир, я купила. Мне сделали скидку по СГК, потому что у нас есть СГК в Турции. СГК в Турции дает возможность ходить по врачам со скидкой, покупать всякие лекарства. И мне как раз-таки со скидкой это лекарство вышло 85 лир. Сейчас лира, что-то там происходит непонятное. Позади ругаются что-то. Слышно вам, не слышно, не знаю. В общем, сейчас лира стоит 2 рубля примерно. В общем, у меня ацикловир вышел на 150 рублей. Так, кстати, здесь в Турции тоже бывает такое, что люди ссорятся на улице прям, и это нормально. Толпа девушек, мужчин что-то там разбираются. Взрослых уже. В общем, 150 рублей ацикловир стоит. Сколько стоит у вас в аптеках ацикловир? Это еще со скидкой. То есть все лекарства мы обычно получаем со скидкой. И вот сейчас я думаю, ехать в госпиталь, не ехать с этим ребенком. А я хочу пойти. А он говорит, я хочу в Бургер Кинг. Поехали, говорит, в Бургер Кинг. Сейчас, короче, поставлю телефон на велосипед и проедусь мимо этой толпы, посмотрите. Ну что, вот так вот все вышли, смотрят, всем интересно, что там происходит. Что-то разбирают, короче, в чем-то разбираются. Вот, ну а мы поехали дальше. Я вот не знаю, в Бургер Кинг сводить, не сводить ребенка. Или мы сейчас уже в больницу опоздаем, если будем ездить по Бургер Кингам. Так, уговорил меня Алмаз поехать в Бургер Кинг. Все-таки поедем, я вам улочку покажу турецкую. Возможно, после обеда в госпиталь съездим. Как получится, не знаю. Жара, конечно. Прям сильнейшая. Это жара, жаренюшка. Ох, просто. Так, вот здесь, может быть, оставим у Вайкики велосипед и пойдем сейчас в Бургер Кинг. Чизбургер хочет.
за 210 купим. За 210 лир. Сейчас детское меню. Kids Cheeseburger называется. Есть кока-кола? Ну там что-то будет. Может быть, айран будешь вместо кока-колы? Ну давай айран. Привет, ребята. Мы в Макдональдсе первый раз видим, что это за соус. Мы вообще-то в Бургер Кинге. Так, нам дали действительно какой-то ранч-соус. Третий вариант. Обычно раньше только майонез и кетчуп давали. Вот кетчуп у нас. Короче, взяли наггетсы. Мы взяли за 250 лир. Картошку наггетсы, айран и чизбургер небольшой такой вот. Сколько у вас стоит такое меню в Бургер Кинге? Напишите. Как открыть? Сейчас лира 2 рубля, получается 500 рублей вышло. Сейчас открою тебе. Приятного аппетита! Так, ну что, друзья, мы приехали домой. Хочу вам показать, какой я арбуз купила. Смотрите, называется без косточек, но есть немножко небольшие косточки. Это как, знаете, вот тема с гранатом. У них есть тоже без косточек якобы гранат, но немножко там тоже прослеживаются такие мелкие косточки. Но они очень мягкие, то есть они большие не вырастают. Смотрите, очень вкусный. Это вот такой вот темный арбуз без вот этих полосок. Стоит, вот у меня вышло здесь 3,90 за килограмм, здесь у меня вышло где-то, то есть 3,90 килограмм здесь вышло, 3,900 точнее, за килограмм 11 лир, ну где-то вышло, наверное, 50 лир вот этот арбуз, такой сладкий, такой вкусный, он еще в холодильнике, там у них рядом с холодильником стоял, был вообще холодный и прям идеально вот в такую жару хотела вот поделиться. Еще вчера мы ходили в Мигрос, у меня есть шортс на канале, купили, короче, манго. Смотрите, оно вот такое зеленое было, я думала, оно такое как бы созретое, ну, созревшее уже. Либо это сорт такой кислый, в общем, я его попробовала и все. Специально вот оставила вам показать. Купила 2, взяла желтый, оно очень вкусное, оно другой формы немножко. И взяла вот такое удлиненное, но оно было мягкое, поэтому взяла. То есть даже вот эта вот мякоть, она мягкая. Но она очень сильно кислая. Может быть, кто-то знает, почему манго такое кислое. Вот. Штучка 59 лир сейчас манго в Мигросе. Тоже очень классно, кстати. Так, и вот дыню хотела показать. В холодильнике у нас стоит. Дыня сейчас тоже очень вкусная. Прям аромат на весь холодильник. Стоит 30 лир. Где-то 20 лир. На рынке вообще за 20 лир за килограмм можно взять. Сейчас вот очень такой сезон арбузов, дынь. Пришла Залька с садика, а я приготовила, друзья, лазанью. Сейчас попробуем кусочек положить детям. Дети прям уже ждут. Так, поставила вас на подставочку. Сейчас посмотрим, что у меня получилось. Смотрите, какая красота. Сейчас поближе покажу. Так, смотрите, какая красота получилась. Не знаю, видно вам, нет? Посветлее сделаю. Прям удалась лазанья. Тут я еще нарезала дыню с арбузом для детей. Короче, мы будем сейчас ужинать. Так, ну что, мы немножко прогуляться решили. Папа у нас пришел. Оставили папу отдыхать. И сейчас покажу вам необычное место недалеко от нашего дома, где жарят шашлыки. Сейчас вам покажу. Мы здесь ни разу еще не были. Подожди, Алмаз. Вон, видишь, девочка с великом заходит. Надо оттуда заходить. Но пока еще не сворачивайте. Подождите. Смотрите, сколько кучи здесь вот этих печек стоит. И наверху должна быть площадка детская. Не выходите на дорогу. Вон наверху площадка детская. Да, сейчас зайдем туда, покажу поближе. Так, ну что, я вижу уже стол, кто-то организует, шашлыки. Так, смотрите, вон там вот жарит уже шашлычок. А здесь вот, ну здесь утром, наверное, делать нечего, очень сильно жарко. Вон там вот есть качельки. А мы поднимемся сейчас выше. И здесь такой лесок. Там еще фанту и кока-колу пьют. Ай, да, выше, выше, выше. Фанту и кока-колу. В общем, решили прогуляться. Такой запах здесь, кстати, вкусный. Давайте, давайте, быстрей. Кто быстрее поднимется? Только не падайте, аккуратно. Фу,
жара. Реально жара. Дома хорошо. На улице вообще прям жарко. Так, сейчас посмотрим, что... Куда мы пришли? Ага, беседки. Ага, детская площадка. Ну все, мы сейчас с подружками встретимся. Мы покидаем это прекрасное местечко. Немножко посидели, с детьми погуляли. К нам кошечка пристала. Не трогайте уже, отпустите ее. Она мне понравилась. Меня тоже. А здесь понравилось вам? Да. Вот, смотри, залезла. Еще одна залезла, да. Кошек очень много. На выходных вообще обещают 37 градусов. Жара. Не наступай на мокрое. Короче, мы домой, все. Время уже 10 вечера где-то. Мы только идем. А давайте отсюда. Сейчас вот вдоль канала пройдем и уже дойдем до нашего дома. Вся мокрая. На улице очень жарко. Прям вот не жарко, смотрите. А этот влажно очень сильно. Прям вся вот такая вот влажная. Знаете, сейчас вот уже хотела выложить видео, но оно короткое очень. Думаю, так я еще поболтаю, немножко дополню видеоролик. Напоминаю, кстати, кто на канале впервые, мы вот в Газипаше жили 1,5 года, сюда мы приехали, 1,5 года живем уже здесь где-то. И вот в августе будет 3 года, как мы проживаем в Турции. Все еще не могу привыкнуть вот именно вот к сильной жаре. Если больше 32 температура поднимается, я уже не могу находиться. Вот это именно тот предел, когда уже на улице ходишь и становится, ну, очень плохо. Вот у меня уже сердце колотится, но это в июле месяце так. Остальные месяца прям идеальные, классные. И даже вот в этот месяц, даже вот на море ходить, если честно, как сказать, лень в эту жару и тяжело. Потому что мы на автобусе ездим, у нас здесь машины нету. Многие приезжают сюда на машине. Да? Мы сейчас почему в Селивке проживаем? Потому что мы сюда переехали по работе. У нас квартира, по сути, есть в Газипаше. Мы ее сдаем. Я работаю удаленно в Атоме. У меня есть свое обучение, кому интересно. Да? Переходите по ссылке внизу, и вы поймете, чем я занимаюсь. Муж у меня работает на станции Аккую. И в связи с этим мы сюда переехали. В Газипаше, конечно, было, вот честно, по погоде намного прохладнее, что ли. Мне говорили, когда мы сюда ехали, что здесь вот более сухо, и, хотя влажность какая сильная сейчас, эти типа температура доходит до 50 градусов летом. Я не совсем верила. Да, в Газипаше тоже была жара сильнейшая, мы как бы, но там мы жили ближе к морю, там 3 километра, а здесь где-то мы вот сейчас живем 10 километров. А то и 15. Если на автобусе ехать, минут 20 мы обычно едем, добираемся. Здесь есть очень много пляжей, и все равно вот не сравнить пляжи Газипаше и здесь. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Например, здесь вот пляжи оборудованы, но только в сезон работают вот эти вот переодевалки душевые. Их закрывают цепью вне сезон, да, уже с октября месяца тебе там негде переодеться, туалетов практически нет. Это здесь, в Селивке. В Газипаше круглый год, даже в феврале люди купаются. Там вот это все бесплатно. За этим смотрит какой-то вот человек, который, не знаю, может быть, городом предусмотрен, да, то есть как-то вот там более так в этом плане хорошо. То есть бесплатно, там прям посреди пальм я это все снимала. Можете переходить на старые ролики, смотреть. Там прям среди пальм в душ сходишь, там же туалеты, там все переодевалки, то есть там так классно. Да, цвет моря тоже очень сильно отличается, потому что там в основном камни, галька, а здесь песок. Здесь такой прям мелкий песок есть. Вот недавно мы были, даже берег, который похож на Мальдивы, там прям такой светлый песок, и море голубое-голубое. А здесь уже, если ближе сюда смотреть, в Атакенте, например, там песок, но он такой темный, вода такая мутноватая. Но знаете, чем отличается? Вот, например, в Газипаше вы зашли, немножко прошли уже глубоко, и когда волны вас прям вот так сносят,
Вот. А здесь есть даже большие волны, здесь очень такой протяженный вход, пологий, да, и когда ты заходишь в воду, даже если сильные какие-то эти, то есть ты не переживаешь из-за детей, дети могут сколько угодно там находиться, то есть там прям идти надо очень долго, чтобы было именно вот эти до глубины. То есть в этом плане, конечно, мне здесь нравится то, что ты прям как в ванной находишься в море и можешь даже часами там находиться, не выходить, что мы, в принципе, и делаем. Вот, на прошлой неделе мы не ходили в море, потому что именно вот из-за глаза сына, да, мы постоянно в бассейне. У нас здесь есть в Сите бассейн. Кто не смотрел предыдущий ролик, посмотрите, да, я рассказываю, показываю про него. Хотим, чтобы полностью у ребенка глаз зажил, и вот эта вот соленая вода, она немножко раздражает. Вот, сейчас еще такая ситуация, хочу поделиться. У нас, получается, детям 6 лет, и они, например, вот уже в таком возрасте, что в садик ходить не хотят. Им там неинтересно, скучно. До этого такого не было. Сейчас прям категорически оба не хотят идти в садик. А вот здесь в Турции с 6 лет уже начинается школа. Мы как бы планировали их отдать в школу. Но июль месяц я уже чуть ли не уговаривала их идти в садик. Мы уже брали вот эти кружки платные, дополнительные, бассейн, покататься на лошади, потом вот на, как она называется, на воде, в море они ездили, на такой штуке плавали, да, то есть я уже и дополнительные вот эти вот оплачивала услуги в садике, лишь бы дети ходили в садик, но они у меня прям ни в какую не хотят, и я думаю, что август месяц они у меня будут сидеть дома, я думаю, у меня же даже мысли такие, поехать что ли в Россию в августе с 2 детьми, не знаю, может быть, даже и мужа взять с собой, просить его на месяц в отпуск пойти. В общем, побыть месяц в России. Вот этот месяц, пока еще они не начали учиться, ну, как бы погостить там. И мама уехала, я по маме что-то начала скучать. И с детьми дома как бы тяжело в августе, думаю, может быть, или одной вообще уехать. То есть у меня вот такие вот мысли сейчас. Я соскучилась сама уже 3 года, мы здесь жили, ни разу не выезжали в Россию. Я уже очень сильно соскучилась, честно, хочу поехать, хочу погостить, еще хочу увидеть свою бабушку, она у меня единственная осталась со стороны мамы. И она живет одна в деревне, ну, к ней дочери приезжают, но мы всегда раньше целое лето проводили там, и я ее как бы очень сильно люблю. И отношусь к ней вот так, а она уже как бы состарилась, и уже возраст, и она уже даже, вот мы с ней разговаривали, да, сейчас, благо есть WhatsApp, по видеозвонку разговаривали, так на меня смотрят, иногда путается уже, и я вижу, что нужно ее все-таки навестить. Вот, скучаю действительно очень сильно и по ней тоже, поэтому хочу, не знаю, получится или не получится, и пользуюсь случаем, что дети целый август будут дома, и учитывая то, что скоро начнут учиться, думаю, может быть, не слетать ли мне в Россию. У меня мама приезжала недавно, да, у меня папа собирался в конце августа еще к нам в гости. Я, кстати, с мамой снимала видеоролики, кому интересно, тоже можете посмотреть. Папа у меня приезжал в прошлом году в Газипашу, позапрошлом. Вот здесь он еще не был. Мама, конечно, удивилась, насколько большая квартира у нас здесь, да. У меня, кстати, на канале есть и обзор квартиры этой. Она была в шоке. Говорит, когда приехала в Россию, зашла в свою квартиру, но у нас все равно трехкомнатная, вроде как 72 квадратов, я как помню, да, она считается большая по площади, но она говорит, мне показалось такой маленькой, все такое темное показалось, у вас, говорит, так все светло. Вот. Ну, короче, вот такие вот мысли. Хотела с вами поделиться. Пишите свои комментарии, что думаете по этому поводу, стоит ли ехать. Если стоит ехать, ставьте плюсик. Наверное, буду на этом прощаться. Всех люблю, всех целую. Всем желаю радости, счастья. Это самое главное, да. Все стремимся жить хорошо, долго, счастливо. Все наши ежедневные действия, чтобы мы не делали для ощущения счастья именно. Деньги зарабатываем для того, чтобы их с удовольствием тратить.
идем там, я не знаю, женимся, рожаем детей для счастья, поэтому я хочу пожелать именно этого. И всем мирного неба над головой. Всех люблю, всех целую, всем